Вы смотрите «Деловой день». Выбрали одну тему, чтобы обсудить подробнее. Джинсы, которые носит половина населения земного шара, и футбольные мячи, по которым бьют игроки с мировыми именами, начинают свой путь в цехах на окраине городов Пакистана. Одних только фабрик по пошиву джинсов в стране около 3000, а ткани и одежды на экспорт поставляют на 17 миллиардов долларов. Корреспондент РБК Виктория Лукашова побывала в Пакистане и прошлась по цехам, буквально заваленным одеждой. О том, как вещи, которые здесь продают за копейки, вырастают в цене в 100 раз, попав на рынки России и Европы, смотрите в специальном репортаже РБК. Мы проносимся по улицам пакистанского Лахора, второго по величине города в стране. Здесь живет больше 10 миллионов человек. Точнее, это уже предместье. За ними прячутся текстильные фабрики, на которых размещают заказы компании с мировыми именами. Сейчас я вам покажу наше производство. Арсам Насир проводит нам экскурсию по фабрике своего отца. Рассказывает, как начиналось производство джинсов в небольшом помещении и как пришлось достраивать новые здания, когда вышли на мировой рынок. В борьбе за крупных клиентов пакистанцы пытаются вытеснить привычных лидеров этого рынка. Смотрите, иногда покупатели присылают нам ткани из Турции, Китая и даже Индии и говорят, что мы должны найти такую же в Пакистане. Мы берем эту ткань, едем по местным фабрикам, пытаемся создать максимально похожий образец и затем отсылаем его нашим покупателям. И если они одобряют его, мы запускаем процесс производства джинсов этого цвета. По пути в цех кройки одежды Арсам Насир делится воспоминаниями, как после учебы в Великобритании, вернувшись на родину, решил сделать революцию на фабрике и нанять на работу женщин. И как встретил сопротивление. Предложение зарабатывать деньги пакистанские жены восприняли как оскорбление. На производстве по-прежнему работают в основном мужчины. Отсюда начинают свой путь джинсы многих ведущих брендов. Сотрудники пакистанской фабрики разрезают большой материал на маленькие кусочки по заранее начерченным лекалам, чтобы потом собрать их как пазл в единую вещь, которую можно будет купить на рынках Европы и Америки. А это уже швейный цех. В довольно просторном помещении под производство занят буквально каждый метр. От 40-градусной жары спасают старенькие вентиляторы. Пожалуй, их здесь даже больше, чем сотрудников. Цепочка создания одежды состоит из 36 разных действий. То есть в процесс вовлечены 36 человек. Каждая линия производит 2000 изделий в день. Вдоль скамеек с одеждой, служащих на пакистанской фабрике вместо конвейера, мы проходим вглубь цеха. И по мере того, как 16 отрезков ткани приобретают форму джинсов, разговор заходит о поставках продукции за рубеж. И, конечно, о российском рынке, где Пакистан пока не самый влиятельный игрок. Мы определенно заинтересованы в российском рынке. Но, как вы знаете, у нас нет рабочих банковских отношений. Чтобы мы могли получать оплату за поставленную одежду, нужно, чтобы банк в Пакистане и банк в России имели корреспондентские отношения. А без этого очень тяжело начать бизнес. То есть необходимо открывать счет в другом банке, к примеру, в Америке, и пересылать деньги из российского банка в Америку, а оттуда в Пакистан. Это очень затратный процесс. Ну, конечно, мы рады будем открыть для себя российский рынок, но пока там доминирует турецкая одежда. Действительно, многие российские компании размещают свои заказы в Турции и Китае. Чем вы можете переманить клиентов? Сравнивая с Китаем и Турцией, наши цены очень низкие. К примеру, производство одной вещи в Турции стоит где-то $10 за штуку. Мы можем это сделать за $6,5. За счет того, что у нас ниже цены на электричество, меньше затраты на оплату труда и гораздо дешевле хлопок, при том, что он не уступает по качеству. Качеству здесь уделяют большое внимание. Соответствие стандартам проверяют несколько раз. Сначала мы проверяем края джинсов, чтобы не было рваных ниток, а все швы были ровными. Затем мы проверяем швы на внутренней части и на внешней части изделия. Следом верх джинсов, бедра, карманы и пояс. И только когда я удовлетворюсь качеством всей вещи, я отправляю ее в стирку. Показать свое качество иностранным клиентам местные производители смогли на международной выставке текстиля «Тэкспо-2019». В Пакистане она проходит второй раз. Здесь все, что Исламская Республика готова поставлять на зарубежные рынки. От знаменитых восточных ковров и мягких махровых полотенец до изделий из кожи и элегантных платьев из натурального шелка. Это одежда очень известного дизайнера в Пакистане.
И, конечно же, хлопок и текстиль. Пакистан 4-й в мире по производству текстиля и 3-й крупнейший производитель хлопка. На выставке целая коллекция сырца под броским плакатом с надписью «Лучший хлопок для лучшей экономики». А вокруг все, что можно из него сделать. В целом, этот стенд показывает все, что мы можем поставлять. Здесь процесс шаг за шагом. Мы производим пряжу, из нее хлопковые ткани. Из ткани мы уже делаем полотенца и одежду. Мы шьем футболки, штаны, блейзеры и свитшоты. Текстиль – основной товар Пакистана. Больше половины всего экспорта – это пряжа, ткани, постельное белье и одежда. Продажи за прошлый год превысили 13 миллиардов долларов. Основные покупатели – США, Великобритания, Германия, Италия и Франция. Теперь в Пакистане мечтают покорить российский рынок. Одна из проблем, тормозящих сотрудничество, это отсутствие нормальных банковских отношений. Когда средства российских покупателей поступают в пакистанский банк, банк их не обрабатывает и отправляет назад. В прошлом году пакистанская делегация во время своего визита в Россию поднимала этот вопрос и нашла взаимопонимание. Обе страны заинтересованы в решении этой проблемы, так что я уверен, что она скоро будет решена. Те, кто уже ведет бизнес с Россией, называют еще одну проблему, тормозящую экспорт – высокие таможенные пошлины. Шейх Лукман Амин 15 лет поставляет экипировку для боевых искусств. Говорит, непомерные платежи отпугивают многих бизнесменов от сотрудничества с Россией. Я помню, лет 5 назад мой клиент попросил меня отправить товары. Это был 40-футовый контейнер. Стоимость этого контейнера была $50 тысяч, а таможенная пошлина $70 тысяч. Было бы хорошо, чтобы российское правительство предложило более приемлемые варианты, как Евросоюз или США. Чтобы понять, как можно облегчить поставку спортивных товаров в Россию, отправляемся в Сиалкот. Небольшой городок, ставший центром производства спортинвентаря еще во времена Британской Индии. Он и по-прежнему прочно держит марку. Мало кто знает, но даже мячи для Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу в последние годы производят в Сиалкоте. Только на этой фабрике каждая линия выпускает 120 мячей в час, причем разной модификации. К примеру, здесь делают классические футбольные мячи, склеенные из 32 частей. Потом эта продукция расходится по всему миру. Эти панели разной формы сначала проверяют на качество, затем на их края наносят клей и соединяют между собой. Дальше в процесс включаются машины, которые из двух половинок создают футбольный мяч. Зачем она сжимает мяч? Она специально выпускает воздух из шара, чтобы когда она закроет машину, эти половины коснулись друг друга. Иначе, если шар будет плотно надут, две половинки не соединятся. В отличие от других пакистанских фабрик, здесь больше трети сотрудников – женщины. В цеху есть даже мини-детский сад – редкость для Пакистана. У нас очень хорошие условия труда, здесь очень чисто и производство безопасно. Я могу сказать, что на нашей фабрике все соответствует международным требованиям. Раньше в Пакистане не было привычным, чтобы на месте работы была детская комната. Это внедрили у нас. У нас также есть медицинский кабинет. Именно отсюда прошлым летом продукцию поставляли и в Россию на чемпионат мира по футболу. Сотрудники фабрики гордятся, что лично проверяли качество мячей, которыми потом играли Месси и Роналду. А вот частных клиентов в России единицы. В основном Пакистан производит продукцию для определенных брендов, а иностранные компании уже сами занимаются отправкой в Россию. Мы бы хотели видеть облегчение визовой политики. Очень важно, чтобы бизнес-делегации попадали в страну без каких-то серьезных усилий. В противном случае, сидя на своих местах, мы никогда не начнем сотрудничать. Мы, находясь здесь, думаем, Россия очень сложный рынок, холодно, сложные расчеты. А россияне думают, ситуация с соблюдением законов в Пакистане не очень хорошая. А приехав сюда, можно убедиться в обратном. Упростить визовый режим уже решило правительство Пакистана. В стране задумали поднимать экономику не только за счет экспорта, еще и за счет туристов. И иностранцев здесь Ид Бабер Хусейн просит держаться поближе к нему, хоть и постоянно подчеркивает, что на оживленных улицах нам нечего бояться. Он проводит небольшую экскурсию по центру Лахора, где средневековые памятники сменяются британской колониальной архитектурой, а также современными постройками. И пытается развенчать миф о том, что в Пакистане опасно. Поверьте, это не так. Некоторые люди делают плохие дела, но жители Пакистана очень дружелюбные и гостеприимные. Я хочу показать российским туристам настоящий Пакистан. Мы расскажем вам все об истории, культуре, людях и кухне нашей страны.
О культуре и истории Пакистана рассказывает и национальная одежда. Современные шоппинг-моллы буквально на каждом шагу. Дизайнер Раза Элахи уверен, что такие яркие цвета как раз то, что нужно жителям Северной России. От предложений что-нибудь померить, свойственных восточным продавцам, невозможно отказаться. Возьмите вот это. Позвольте, я вам помогу. Вот так. Интересное сочетание цветов и ткань приятная на ощупь. Это шелк? Да, это натуральный шелк. Вы не возражаете, если я сделаю селфи с вами? Селфи с иностранцами, особенно светловолосыми, в Пакистане обычное дело. Во время путешествия туристам нужно готовиться к повышенному вниманию на улицах. Наши люди очень дружелюбные и гостеприимные. Они очень любят иностранцев, могут подойти на улице, чтобы поговорить или даже сфотографироваться. Пусть вас это не смущает, это лишь потому, что люди вроде вас для них выглядят как звезды, как актеры. Гостей из России и Европы в Лахоре крайне мало. В основном все туристы из Китая и соседних мусульманских стран. А вот предпринимателей, приезжающих сюда в бизнес-туры, с каждым годом все больше. Алексей Поспелов с Пакистаном работает уже полгода. Собирается расширять ассортимент. На выставку текстиля приехал в поисках новых поставщиков. Мы с вами сегодня обсуждали джинсы. Мы бы хотели завтра получить некоторые образцы и, если возможно, посетить вашу фабрику. Когда Алексей Поспелов только создавал собственный бренд мотоэкипировки, узнал, что ведущие компании этого сегмента размещают заказы на пакистанских фабриках. Решил и сам попробовать. Хоть, признается, было страшно. Мировая тенденция сейчас такая, что основные производители сейчас выводят свое производство из Китая, потому что стоимость рабочей силы растет и растет быстро. Я не скрою, мы боялись выходить на пакистанский рынок, но нет ничего невозможного. Прежде всего, очень важно найти хорошего партнера. Я сразу скажу, это непросто. Это не одна и не две командировки, посещение фабрик. На встречу с российской делегацией советник премьер-министра Пакистана Абдул-Разак Давуд рассказывает о преимуществах сотрудничества. И уже в интервью нашему телеканалу чиновник заверяет, что все сложности ведения бизнеса, о которых нам говорили производители, решаемы. Было бы желание обеих сторон. Мне кажется, что главная проблема, к сожалению, то, что мы всегда смотрели в сторону Америки и Европы. Сейчас же мы ориентируемся и на восток, и мы должны смотреть также в сторону России. Помимо текстильной промышленности, я думаю, мы можем сотрудничать в сфере электроэнергетики, инфраструктуры, сталелитейной промышленности. Мы знаем ваши технологии, и ваши технологии очень экономичны. Таким образом, я, честно говоря, вижу большой потенциал для наращивания товарооборота. Разворот в сторону России, конечно же, элемент большой политики. Ухудшение отношений с США подтолкнуло Пакистан к поиску новых партнеров. Ну, когда джинсы уже пошиты, качество проверено, изделие нужно постирать и высушить. На фабрике, где делают джинсы, мы подходим к одному из последних звеньев производства. Это прачечная. Разговор заглушает шум мощных машин. В воздухе стоит едкий запах химикатов. Жидкости разных цветов во время стирки вручную добавляют рабочие. Здесь они все в резиновых сапогах и перчатках, а также в масках на лицах. Спустя считанные минуты джинсы обретают новый вид. Позвольте мне рассказать вам кое-что интересное. Вот вся джинсовая ткань вот такого цвета. Когда вы видите джинсы другого цвета, это не ткань. Это процесс, который происходит в этой части производства, в прачечной. С помощью этих машин мы меняем цвет или делаем эффект рваных джинсов. Кстати, вот мы используем только сертифицированные химические вещества, они полностью безопасны. Так же, как в расширении рынков сбыта, пакистанские фабрики заинтересованы в современном оборудовании и новых технологиях. И здесь свой товар могут предложить российские производители, если о них узнают в Пакистане. Ваша страна очень продвинута технологически, но сложно понять, чего мы хотим от России, если я никогда там не был. Чтобы начать сотрудничество на другом уровне, люди должны встретиться и вместе выработать политику. Когда-нибудь я отправлюсь в Россию, и я верю, что этот рынок откроется для нас, как и Пакистан будет открыт для России. Но пока Россия не входит в списки ни основных импортеров Пакистана, ни главных рынков для экспорта. Хотя положительная тенденция все же наметилась. За 2 года товарооборот между странами вырос почти в 2 раза и стал рекордным за последнее десятилетие. Виктория Лукашова, Евгений Зимин, РБК, Пакистан.